Всем привет! Сейчас я вам расскажу о незаезженных и необычных географических фактах. Поехали! В Йеллоустонском национальном парке есть участок в 130 квадратных километров на границе Айдахо, Монтаны и Вайоминга. Его особенность – это юридическая дыра, где по закону необходимо формировать жюри присяжных из жителей округа, но на этом участке нет зарегистрированных избирателей. Теоретически, если там совершить преступление, то невозможно собрать легальное жюри, и дело может быть закрыто. В 2005 году охотник Майкл незаконно застрелил лося в Монтане и попытался использовать эту юридическую дыру для оспаривания своей подсудности. Однако он принял сделку с прокуратурой, отказавшись от права на суд присяжных и возможность обжалования, что оставило вопрос нерешенным. Этот участок называют зоной смерти, и он обсуждается в юридических кругах, но до сих пор никаких мер не предпринято, и эта юридическая дыра оставляет возможность совершения идеального преступления. Такие дела. Наверное, никто не будет спорить с тем, что Япония маленькая страна. Ситуацию ухудшает еще и тот факт, что более 75% территории покрывает горы. Все это приводит к экстремальной вертикальности городов. Токио, Осака и другие строятся вверх, а не вширь. Мало того, около 20% всех сильных землетрясений на планете приходится именно на Японию. Например, Фудзияма – не только гора, но и с 1707 года спящий вулкан, извержение которого может в буквальном смысле похоронить всю экономику региона Канто, включая Токио. Но кто бы мог подумать, что грозовые облака Японии станут еще одной проблемой – источником гамма-излучения, или, простыми словами, радиации. В прибрежных районах Японии, особенно в префектурах Исикава и Ниигата, зафиксированы случаи высокоэнергетического гамма-излучения из грозовых облаков. Исследования показали, что во время зимних гроз происходят фотоядерные реакции, приводящие к образованию на секунды антиматерии. Самолеты, пролетающие вблизи таких облаков, могут попасть под радиационную вспышку. В 2017 году японские физики зафиксировали на высоте гамма-всплеск, который мог бы сильно облучить пилота за секунды, если бы самолет оказался в центре разряда. Все это еще и может создать угрозу для атомных электростанций, которые расположены в районе побережья Японского моря. Наверняка многие еще помнят аварию на атомной электростанции Фукусима-1, радиационная авария максимального 7 уровня по международной шкале ядерных событий. Так что, если вы думали, что жизнь в Японии счастливая и беззаботная, то это неправда. Папуа-Новая Гвинея – одна из наименее изученных территорий планеты. Более 80% территории страны покрыто джунглями и горами и остаются практически недоступными без вертолета или лодки. До сих пор открывают новые виды животных и растений. Некоторые экспедиции находят десятки видов, неизвестных науке, за одну поездку. Например, в 2006 году ученые нашли в регионе Foggia Mountain новый вид кенгуру, живущего на деревьях. Вы только посмотрите на этих пушистых толстячков. Птицу, ранее считавшуюся вымершей, и огромную крысу весом почти 1 килограмм, не боящуюся человека. Ученые считают, что до 70% биоразнообразия региона еще не классифицировано. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя. Карта рельефа Папуа все еще не полная. Некоторые районы на картах обозначены с точностью плюс-минус 10 километров. Есть даже официально неизученные долины, куда только планируются географические и биологические экспедиции. Спутниковая съемка затруднена. Вечные облака, плотные кроны деревьев, почти никакой инфраструктуры. Что там ждет исследователей, остается только гадать. Нёрдлингер – небольшой городок в Баварии, Германия. На первый взгляд
Типичный европейский городок с башнями, крепостными стенами и церковью. Но он стоит внутри кратера, образованного метеоритом около 15 миллионов лет назад, чем и обусловлена его круглая форма. Это кратер Рис, около 24 километров в диаметре. Когда метеорит врезался, он расплавил Землю и создал удивительный геологический материал – вулканическое стекло с включениями алмаза. Жители города буквально жили среди инопланетных минералов, даже не подозревая об этом до начала 20 века, когда происхождение кратера было установлено. Этот материал использовался при строительстве зданий в Нёрдлингене, включая знаменитую церковь Святого Георга. Таким образом, все здания содержат инопланетные материалы. Говорят, что именно Нёрдлинген вдохновил создателей аниме «Атака титанов» на изображение города Шиганшина. Такие дела. То, что мертво, умереть не может. Кричали железнорожденные из «Игры престолов». Однако, как бы это странно ни звучало, но Мертвое море умирает. Не говоря уже о том, что это и вовсе не море, а гиперсоленое озеро, находящееся между Израилем, Иорданией и Палестиной. И причина в том, что с 1960-х годов уровень воды начал стремительно падать. Сегодня Мертвое море теряет более 1 метра глубины каждый год. Это связано с активным забором воды из реки Иордан, которая его питает, а также с изменением климата. Я тут немножко прикинул. Его максимальная глубина составляет около 306 метров. Исходя из текущих темпов снижения уровня воды, можно предположить, что через 306 лет, то есть к 2331 году, Мертвое море может полностью высохнуть. Как видите, сроки довольно большие, времени еще навалом, чтобы что-то предпринять и воскресить Мертвое море. Кстати, а вы знали, почему его так назвали? Название Мертвое море возникло еще в древние времена у греков и римлян. Они заметили, что в воде нет ни рыб, ни водорослей, ни моллюсков. Ни одна привычная форма жизни, знакомая людям в те времена, там не выживала. Даже берега покрыты кристаллами соли, где пейзаж выглядит безжизненным. Однако современная наука показала, что в Мертвом море живут галофильные солеустойчивые археи и бактерии. Иногда некоторые виды микроводорослей могут кратковременно размножаться после дождей, когда соленость слегка падает. Более того, в 2011 году ученые и дайверы обнаружили подводные жизнеподобные структуры, так называемые соляные белые курильщики, где процветают целые колонии бактерий. Что мы имеем в итоге? Мертвое море совсем не мертвое, да и не море, да и к тому же потихоньку умирает. Кошмар, все эти годы нас всех водили за нос. Поехали дальше. Затонувший город Гераклион. Одно из самых впечатляющих археологических открытий современности. Этот древнеегипетский порт, поглощенный морем более 1200 лет назад, был обнаружен только в 2000 году, благодаря использованию передовых технологий – магнитометров, многолучевых эхолотов и подводных сканеров. Эти инструменты позволили создать точную карту затонувшего города и выявить его структуру. Долгое время Гераклион был известен под 2 названиями – Танис – египетская и Гераклион – греческая, пока в 2000 году не была найдена стела с указанием, что оба названия относятся к одному и тому же месту. В порту Гераклиона обнаружено 64 затонувших корабля, крупнейшее кладбище античных судов, найдено археологами. Среди них уникальные суда типа Барис, описанные Геродотом с плоским дном и корпусом из акации. В центре города находился храм, посвященный богу Амону. Археологи обнаружили 3 гигантские статуи высотой около 5 метров, представляющие фараона, царицу и бога Хапи. Эти статуи упали в ходе землетрясения и лежали на дне моря более 1000 лет. Наверняка вы уже слышали про эту географическую матрешку. Остров Вулкан-Пойнт
который находится в кратерном озере, которое находится на острове Вулкан Тааль, который находится в озере Тааль, которое находится на острове Лусон, который омывается Южно-Китайским и Филиппинским морями. Но я тут решил поискать, и оказывается, это далеко не уникальный случай. Вот, например, Канада. Остров Триже, который находится в озере Миндемоя, которое находится на острове Манитулин, который находится в озере Гурон, которое находится в Канаде. Такие образования называются рекурсивными островами, но есть еще и рекурсивные озера, где отсчет начинается не с острова, а с озера. Остров Вулкана Пойнт является пока таким знаменитым лишь потому, что имеет название. В той же Канаде есть настолько же вложенная структура, только пока без имен. Безымянный остров в безымянном озере на безымянном острове, снова в безымянном озере на острове Виктория, который омывается Северным Ледовитым океаном. Вот такие дела. В 1930-х картографическая компания General Drafting придумала несуществующий город Аглоу в штате Нью-Йорк. Это была так называемая копирайтная ловушка. Фальшивый объект, созданный для защиты авторских прав и доказательства в суде. Однако спустя годы город Аглоу появился на карте конкурирующей компании Rand McNally. General Drafting поспешили обвинить их в копировании, но Rand McNally возразила, что на этом месте действительно существует здание Aglou General Store. Оказалось, что один предприниматель увидел название Аглоу на карте и решил назвать так свой магазин, тем самым превратив вымышленный город в реальное место. Таким образом, Rand McNally смогли защититься от обвинений General Drafting. История Аглоу вдохновила писателя Джона Грина на создание романа «Бумажные города», где Аглоу играет ключевую роль в сюжете. А в 2015 году даже был снят одноименный фильм, что еще больше привлекло внимание к этому необычному месту. Кто смотрел этот фильм? Как вам? Пишите в комментариях. Все страны хотят чем-то выделиться перед другими. Например, флаг Непала имеет не прямоугольную и не квадратную формы, как у всех остальных стран мира, а состоит из двух красных треугольников, наложенных друг на друга. Треугольники – это два разных вымпела, две ветви династии Рана, которые на протяжении столетий использовались раздельно и только в 20 веке были объединены в один флаг. Синяя рамочка флага символизирует мир, а темно-красный – национальный цвет Непала. Два королевских символа олицетворяют надежду на то, что Непал будет существовать так же долго, как Солнце и Луна. На сегодняшний день этот флаг – единственный официальный государственный флаг, имеющий такую необычную форму. На Земле деревьев больше, чем звезд в нашей галактике Млечный Путь. Но тут даже интереснее то, каким образом ученым удалось сосчитать количество деревьев и звезд. Давай разберемся. Деревьев на Земле около 3,4 триллиона. Звезд в Млечном Пути от 100 до 400 миллиардов. Даже по скромной оценке деревьев примерно в 7,5 раз больше, чем звезд в нашей галактике. В 2015 году команда под руководством Томаса Кроутера из Ельского университета провела масштабное исследование, используя 400 тысяч наземных участков для оценки плотности деревьев, спутниковые снимки для глобального охвата и суперкомпьютеры для обработки данных. Результат – 3,4 триллиона деревьев. И что еще удивительнее, деревьев оказалось в 8 раз больше, чем предполагалось ранее. А это значит, что вырубку можно смело увеличивать в 8 раз. Шутка. Со звездами оказалось все куда сложнее. Основные сложности возникают из-за плотной пыли в галактическом диске, скрывающей звезды, разнообразия звезд по массе и яркости и огромных расстояний, затрудняющих наблюдение. Поэтому оценки варьируются от 100 до 400 миллиардов звезд в Млечном Пути. Несколько интересных фактов. В
В среднем на каждого человека на планете приходится около 375 деревьев. С начала человеческой цивилизации количество деревьев сократилось почти в 2 раза. Ежегодно вырубается около 15 миллиардов деревьев, а высаживается только 5 миллиардов. Чистые потери составляют 10 миллиардов или чуть больше одного дерева на человека в год. Вот такие неутешительные расчеты. Эратосфен еще в 3 веке до нашей эры, задолго до спутников, лазеров и GPS, почти точно рассчитал окружность Земли. Он знал, что в городе Сиена, современный Асуан, Египет, в день летнего солнцестояния Солнце находилось точно над головой, не было тени от колодца. В то время в Александрии, примерно 800 километров к северу, он измерил длину тени от вертикального столба и вычислил угол 7,2 градуса, что составляет 1/50 часть от полного угла в 360 градусов. Зная расстояние между городами 800 километров и то, что это 1/50 от полной окружности Земли, он просто умножил 800 километров на 50 и получил значение 40 тысяч километров. Современные данные показывают около 40 тысяч 75 километров по экватору. Точность невероятная. Однако Эратосфен, скорее всего, не смог бы сделать вычисления без помощи биоматистов, профессиональных измерителей расстояний, которые шагали и считали шаги для определения расстояний. Их измерения были настолько точны, что было высказано предположение, что они, должно быть, использовали одометр, хотя прямого упоминания о таком устройстве и нет. Эратосфен первым ввел термин «география» и разработал сетку из параллелей и меридианов для картографии. Его работы стали основой для последующих географических исследований и картографических проектов. К сожалению, его работы были забыты на многие века, особенно в Европе. Побережье Северной Каролины, особенно район Outer Banks, известно как кладбище Атлантики из-за более чем 5000 кораблекрушений за последние 500 лет. Однако за этим названием скрываются не только трагедии, но и множество необычных историй и фактов. В этом районе регулярно находят обломки кораблей, которые не зарегистрированы ни в одной базе. Некоторые из них не имеют ни названия, ни флага, ни номера, будто никогда официально не существовали. В районе алмазных отмелей дайверы и рыбаки описывали звуки, похожие на гудение, песню или далекий хор. Там нет ветряков, нет рядом лодок или подлодок. Исследователи предполагают, что, возможно, это звук трения песка под водой по линиям течения, но люди думают, что слышат голоса умерших. Среди местных морских сообществ есть списки судов, которые погибли без причин, без шторма, без навигационной ошибки, с опытным экипажем и в идеальную погоду. Одно из таких – Кэрол А. Диринг, найдено в 1921 году полностью целым, однако без экипажа, еда на месте, навигация на месте, людей нет, никаких следов. Давайте углубимся в уникальный географический феномен – двойную замкнутость. Статус, которым обладают только 2 страны в мире – Лихтенштейн и Узбекистан. Страна считается двойной замкнутой, если она окружена исключительно другими странами, не имеющими выхода к морю, соединенному с Мировым океаном. Это означает, что для доступа к океану необходимо пересечь как минимум 2 национальные границы. Лихтенштейн, например, расположен между Швейцарией и Австрией. Узбекистан окружен 5 странами – Казахстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Афганистаном. Все они не имеют выхода к Мировому океану. Такие ограничения сильно усложняют торговлю с другими странами и увеличивают транспортные расходы.
Это также вызывает сильную зависимость от политической стабильности окружающих тебя соседей. Ни одна из двух стран не имеет независимого доступа к интернету. Оптоволоконные кабели тянутся через соседние страны, и в случае конфликтов интернет может просто погаснуть в один день. Эти зависимости от соседей однажды могут привести к тому, что они тебя поглотят. Нужно быть очень осторожным. Наверняка уже все знают про город Уиттер на Аляске, в котором стоит всего лишь один жилой дом, в котором живут все жители этого города. Это, правда, не совсем дом, а 14-этажная бывшая армейская казарма, построенная после Второй мировой войны. Здание под названием Башня Бегич вмещает полицейский участок, больницу, церковь и прачечную. Даже есть школа, которая соединяется с казармой туннелем. Причина такой компактности – экстремальный климат. Многие жители не выходят наружу неделями. Но рассказать я хотел не об этом. В 2015 году житель Уиттера заказал пиццу из Анкориджа, и чтобы доставить ее в рабочие часы туннеля, курьер заплатил за проход и за транспортировку коробки на поезде, потому что машину в тот день не пускали. Стоимость доставки составила $75 за пиццу и $180 за логистику. Гора Эверест или Джомолунгма, которая официально признана самой высокой точкой на планете Земля, достигающая 8848 метров 86 сантиметров над уровнем моря, продолжает расти. Вот что значит известная мудрость. Твой главный соперник – ты сам. И происходит это из-за движения тектонических плит, в частности индийской и евразийской, которые продолжают сталкиваться. Эверест поднимается примерно на 4 мм в год. Если вы не знали, то индийская плита буквально наезжает на евразийскую плиту. Делает это она уже миллионы лет и останавливаться пока не собирается. Через 100 лет Эверест станет выше почти на 40 сантиметров, а это значит, что альпинисты будущего будут подниматься на чуть более высокий пик, чем их предшественники. Да что там говорить, каждый новый альпинист уже поднимается выше всех своих предшественников, хоть и на сотые доли миллиметра. Это одно из самых молодых и самых активных горных образований на планете. Большинство из вас знает, что Стамбул – город на 2 континентах. Он раскинулся одновременно в Европе и Азии, разделенный узким проливом Босфор. Но знали ли вы, что первый мост через Босфор был придуман Леонардом да Винчи? В 1502 году султан Баязид II заказал у Леонардо проект моста через Золотой Рог. Золотой Рог – это узкий изогнутый залив, впадающий в пролив Босфор в месте его соединения с Мраморным морем. Леонардо предложил революционную для своего времени конструкцию, но мост так и не был построен. К счастью, его труды не были утеряны, и спустя 500 лет, в 2001 году, в Норвегии построили уменьшенную версию по его чертежам. Его так и назвали «Мост Леонардо да Винчи». Но вернемся к Стамбулу. Стамбул – один из самых сложных городов мира для картографов. Более 7000 улиц с повторяющимися названиями, перепады высот до 100 метров на одном квартале, подземные резервуары и акведуки, части из которых до сих пор не нанесены на карты. Настоящий Dark Souls для таксистов. На севере столицы Эквадора, Кито, находится туристическое место под названием «Середина мира». Там проходит экватор, воображаемая линия, разделяющая Землю на северное и южное полушария. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы сделать фото, стоя одной ногой в северном, а другой в южном полушарии. Однако современные GPS-измерения показали, что истинная линия экватора проходит примерно в 240 метрах севернее. Немного не доходя до реальной точки экватора, находится солнечный музей Интиньяна.
Здесь посетителям предлагают различные ненаучные эксперименты, что-то вроде шоу, демонстрирующее особенности экватора, такие как балансировка яйца на гвозде или изменение направления вращения воды при сливе. Но вот что действительно интересно. Недалеко от эквадорской так называемой середины мира находится археологический памятник Катекилла, построенный древнеиндейской культурой Киту. Вот этот объект по-настоящему расположен точно на экваторе. Он предположительно использовался как астрономическая обсерватория еще до прибытия инков. Как им удалось так точно определить экватор без спутников GPS? Расскажите об этом в комментариях. Наверное, вы уже слышали это. Tamatawa katanjihan gako automate teripika pikimonga horanukupo kiwinyakitanatao. Ничего не упустили? Я пытался произнести это самостоятельно, но все тщетно. Мир полон мест с необычными названиями, но в Новой Зеландии решили всех переплюнуть и попали в книгу рекордов Гиннесса. Это название холма на Северном острове. И это одно слово. Оно переводится примерно как «вершина холма, где Таматея, мужчина с большими коленками, который скатывался, забирался и заглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей дудочке для своей фройляйн». Ладно, я тут немного приукрасил, но смысл понятен. Об этом уже многие знают, но я хотел рассказать о том, что у этого холма есть еще более длинная версия, которая аж на 36 символов длиннее, и звучит она как Tamata wakatanjhanga koo o tamatia how may tawiti or hea turi pukaka piki manga horo nuku poke wenua ki tana tau. И переводится это слово уже интереснее. В основном там смысл такой же, но есть пикантная подробность, как Таматея ударился причинным местом об острую скалу со всеми вытекающими последствиями, но несмотря на это, все равно сыграл на дудочке. А об этом вы знали? Ужас какой-то. Но это ничто по сравнению с церемониальным названием столицы Таиланда, Бангкока. Имя ему Крангтеп Манакхан, Аманратанакосин, Махинтараятая, Махадилакфоп, Нафаратрачичитанибари Барирам, Адамрачинивет Махасатан, Аманфиманаатансатит, Акататати Янсена Компросит. Это, правда, не одно слово, а название, но оно тоже внесено в книгу рекордов Гиннесса. И да, его нужно всем местным знать наизусть. Дети учат его в школе как стихотворение. Но не отчаивайтесь. Есть и однобуквенные города, например, A и Y. A, Норвегия, встречается в нескольких местах, но самый известный в архипелаге Лафатен. Название происходит от старонорвежского слова «река». Указатель с названием A – частая цель краж туристами. Или вот, например, Y или Y – Франция. Коммуна в регионе Сомма. Население менее 100 человек. Туристы любят фотографироваться с дорожным знаком. Все эти однобуквенные топонимы занесены в международные географические каталоги и используются как курьезы в картографии. Вот такие интересные факты. Надеюсь, вам понравилось. А если не понравилось, пишите в комментариях. И еще увидимся.